Друзья, всем привет! Я веду репортаж с футбольного турнира. Там, где работаю, проходит турнир, участвуют 4 команды. И сегодня финал. Финальный матч, участвуют 2 команды. Правда, эти 2 команды, обе у меня тренируются, но они учатся все в разных школах. 2 разные школы, 2 команды. Поэтому сейчас мы с вами будем наблюдать финальный матч. Игра только что началась, попробую быть комментатором. Все дело в том, что 2 команды в красном и в голубом — это все мои ученики. Просто они учатся в разных школах и представляют, соответственно, разные школы. Так вот, в красной команде играет сын УИ. Он пока сидит на замене. А в команде голубых... О, опасный момент сейчас был. В команде голубых играет парнишка, который был буквально в одном из первых моих видео о моей работе. Финальный матч. Всего было 4 команды, и полуфинал и финал. Так вот, этот парнишка, о котором я вам говорил, он сейчас стоит на воротах. Хотя должен играть нападение, но, видимо, лучшего вратаря не нашли. Счет пока 0-0. Нет таких острых моментов, потому что команды пристреливаются. И вот опасный момент, и гол! Все-таки забили свой первый мяч. Но я думаю, команде красных нельзя расстраиваться, потому что это только начало. У этой категории штрафной. У этой категории возрастной 2 тайма по 20 минут. Поэтому времени, в принципе, достаточно, чтобы не только отыграться, но еще и вырваться вперед. Ой-ой-ой, хороший удар. Но вратарь на месте. Сегодня на матче присутствует немало зрителей. Конечно, не как в настоящем футболе, но я думаю, человек 100 присутствует, и это, я считаю, неплохо. Потому что турнир местного значения, и народ пришел поддержать своих детей, а также друзья друзей. Ну, вот так вот, и сейчас вам покажу зрителей. Все советуют, все специалисты своего дела. Ну, естественно, раз пришли сюда, значит, любят футбол. Ну, слушайте, вот это может быть опасно. Прострел, никого нет. Вот это да. Чуть-чуть запоздал нападающий. Вратарь на месте наш. И вот сейчас очень опасно. И гол! 2-0. Я думаю, теперь красным будет тяжело отыграться. Непросто. Но мы понимаем то, что это мини-футбол, и здесь 2-0, это не такое большое преимущество. Все может быть, и буквально в пару минут может все измениться. Хороший дриблинг от 9 номера. Накрутил там 3 человек. Ну что ж, вновь атака. Если честно, надо будет подойти к тренеру красной команды и сказать то, что нужно делать что-то с защитой, потому что защита действительно хромает. И если это будет продолжаться, счет будет крупным, и тогда уже будет отыграться крайне сложно, даже в мини-футболе. Немного игра успокоилась. Хотя успокаиваться не время. Нужно делать быстрые контратаки. Ну, слушайте, вот этот 12 номер вновь атакует. Ну что, 3-0. Ну, друзья, я не знаю. Ну что, сдаваться не будем. Сейчас складывается такое впечатление, что команда красных решила идти ва-банк
немного подзабыла о защите, но с другой стороны счет 3-0. Не то чтобы нечего терять, но что-то нужно менять явно. Да! Штрафной удар и гол. 3-1. Хорошо разыграли. Ну что, шансы теперь есть. 3-1, это не 3-0. Другая команда явно этим недовольна. Сразу же пошла вперед. Ну, сейчас стало, конечно, поинтереснее. Все-таки 3-1. Красным команда Манчестер. У них такая форма, потому что... А у синих Манчестер Сити. Ман-Сити и Манчестер. Но это нарушение правил. 12 номер может забить, Ман-Сити. Опасный момент. Расстояние не такое большое до ворот. Выше ворот. Но удар был хороший. Хороший удар. Вратарь на месте. Уже привык к таким плотным ударам со стороны команды Ман-Сити. Хорошая атака, удары. Вратарь спасает добивание. Мяч выходит за пределами поля. Еще один удар. Что-то прям серьезное творится у ворот Манчестера. Итак, первый тайм окончен, счет 3-1. Ман-Сити впереди. Как тебя зовут, сколько тебе лет и как ты думаешь, как закончится этот матч? Меня зовут Нгуэн Куанзунг. Мне 10 лет. Против моей команды играют два хороших подготовленных игрока. И в целом хорошая команда. Победить будет непросто, но мы постараемся сделать все, что в наших силах. Посмотрим, что получится. Окей. 3 года нашей команде. Мой сын тоже участвует в этом турнире. Он только в резерве, на замене. Для меня это не важно. Важно найти лучших игроков на финал. И в результате у нас получился очень хороший финал. И хорошая организация в целом. Я доволен. Thank you. А тут случился четвертый гол. Ну что, опасный момент и красная карточка. Вот это поворот. Красная карточка 10-му номеру. Я не увидел настолько серьезное нарушение, чтобы было удаление. Сейчас есть шанс и не получается забить быстрый гол. А тут атака уже другой команды. А вот за это мы любим футбол, то что он непредсказуемый. Теперь все резко может поменяться. Не хватает одного игрока. На одного игрока меньше. Ман-Сити. Но тут удар и гол! В меньшинстве забивает гол. Удаленный игрок вернулся в игру. Играем в равных составах. Я думаю, тут более чем понятно, что Ман-Сити победит. И скажу вам честно, то что в этой команде, которая выигрывает, в основном все мои ученики. Действительно, работа сделана большая. Неважно, какой соперник, сильный, слабый.
Вообще, я хочу вам сказать то, что вьетнамцы очень горячо реагируют на штрафные, на опасные моменты. На гол так вообще. Как будто они кому-то выиграли $1 миллион, не меньше. Опасный момент. Давайте сейчас посмотрим. Потому что может быть взятие ворот. Стенка не очень прочная. Или будет пас, либо удар. Но стенка приняла удар на себя. Аут. На этом все. Тут произошло столкновение. Желтая карточка. Игрок травмирован. Ну, все вроде бы в порядке. Ну вот и все. Чемпионы. Победа. It's okay. Сейчас будет построение, награждение. Победитель получит огромный кубок. Примерно как на этой картинке. Но вы знаете, для детей это очень важно. Любая победа — это вообще важнее всего. Важнее сладостей, каких-то подарков. Победа — это круто. Просто я это могу сказать по себе. Детские радости. Скажи, как тебя зовут, сколько тебе лет, сколько ты забил голов и хочешь ли ты стать профессиональным футболистом? Меня зовут Нгуен Чунг Ань. Мне 10 лет, и в этом матче я забил 1 гол. Я мечтаю стать профессиональным футболистом. Молодец. Команда, которая заняла 2-е место, награждается маленьким кубком и денежным вознаграждением. Сумму я не знаю, но думаю, детям будет приятно. Проигравших здесь на самом деле нет. Аплодисменты. Все круто. Все довольны. Дети довольны, а это и нужно было. Я вообще считаю, что турниры должны проводиться как можно чаще, потому что это опыт, а опыт приобретается именно когда дети маленькие. Взрослые турниры нужны тоже, но все-таки мы сейчас говорим о каких-то перспективах. Ну, а это моя команда, команда победителей. Молодцы, я доволен своей работой. Выиграли 2 матча, причем с крупным счетом. Капитану команды вручают денежный сертификат. Я думаю, он поделится с остальными своими ребятами. Ну и еще 1 конверт лично капитану. Капитан отдает его другому человеку, другому игроку. Ну и что? А также бонус по 100 000 донгов. Скажите, вам понравился турнир? Вы хотите, чтобы такие турниры проводились чаще? Мне очень понравился этот турнир. Он очень полезен для подростков до 11 лет. Я надеюсь, что таких турниров будет как можно больше, чтобы подростки могли весело проводить время на игровых площадках. Хочу передать привет России. Спасибо. Thank you. Гости потихонечку расходятся, зрители по домам. Я считаю, турнир вышел на славу. Дети довольны, зрители довольны. Я лично доволен своей работой, поэтому все только на позитиве. Возможно, видео вышло немного темным, потому что все-таки сейчас вечер. В 9 часов вечера во Вьетнаме уже очень темно. Но самую главную суть, я думаю, я вам передал. Именно атмосферу. Друзья, скоро увидимся в новых видео. До новых встреч. Берегите себя, родных и близких. Всем удачи и пока.